Всем отличного и теплого настроения. Меня зовут Лариса, и я очень рада, что вы зашли на мой канал. Девочки мои дорогие, я прекрасно понимаю, что уже наступила пора, когда вам всем не до рукоделия большинству, а скорее всего это все сады, огороды, рассада, подкормка и вот это вот все. Но, тем не менее, о себе забывать не нужно. И даже когда вы едете в сад, скорее всего, вы берете с собой и крем какой-нибудь для рук, и солнцезащитную какую-то, да, косметику уходовую. Поэтому косметичка лишней не будет точно. Тем более вместительная и очень быстро изготавливаемая, как вот я сегодня покажу. Поэтому сегодняшняя моя небольшая работа, думаю, что она будет все-таки в тему. Но опять, если я что-то шью, я вам показываю, поэтому принимайте сегодня вот такую вот мою поделку. Разогрев на косметичке сегодня, разогрев в плане того, что скоро у меня будет рюкзак по плану шитье, был из ткани DAG. Это хорошая ткань, довольно плотная, с пропиткой, и мне она очень понравилась в шитье. Я не рискнула делать по ней стежку какую-то более плотную, потому что посчитала, что деталь будет какая-то плоская, но нет. Ткань очень приятная, несмотря на плотность, и поэтому какую-нибудь стежку хитренькую я на ней все-таки сделаю. На следующей своей косметичке еще одну такую сошью в подарок тоже. Весь процесс видите на экране, ничего сложного нет. Формат деталей у нас идет к размеру очень близкий А4. Я специально показала в начале лист белой бумаги. Можно ориентироваться на него, то есть точный размер не указываю, потому что формат А4, сами понимаете, какой, да. Меньше, наверное, делать не рекомендую, потому что будет там одна операция швейная, где совсем, если измельчить детали, то будет совсем неудобно сшивать. Я скажу, в каком конкретно промежутке это делается. Здесь я собираю немножко удлиненный вариант для тех, кто путается, как вшить вот эту вот ткань подкладки. Честно, я сама первое время путалась, и здесь вот прям пошагово показываю немножко удлиненный вариант, но тем не менее, сделав его пару раз, в дальнейшем вы будете уже совершенно спокойно собирать все вот эти вот детальки в той последовательности, как надо, и прошивать их сразу же. Тут, получается, у меня идет за 2 шага. Это не страшно, потому что все мы учимся, и чтобы ошибок было меньше, будем пошагово учиться. Не забываем открывать молнию при сборке, иначе нам потом не совсем удобно будет выворачивать косметичку. И использую я вот такие вот прищепочки, прихватываю края и продолжаю сборку дальше. Модель очень простая. Конечно, я увидела ее в интернете, несколько мастер-классов посмотрела и попробовала сшить ее вот сегодня. Делала, вечером уже монтирую ролик. Ничего сложного нет. Буквально вот за вечер ее можно собрать. Основой могут быть для лицевой части любые. Цельная ткань, не знаю, какие-нибудь крейзи-блоки, еще что-то. Смотрите сами. Чтобы они были такие плотненькие, чтобы форма хорошо в итоге держалась. Заходите, кстати, обязательно на мои каналы, которые есть в Дзен, ВКонтакте и на YouTube. Ссылки на них есть в описании под видео. И там вы тоже найдете для себя много интересного. На Дзен не только видео, но еще и статьи, где я не только показываю, но еще что-нибудь и рассказываю. Да? Если кто-то любит еще что-нибудь почитать. Дальше из этой же ткани я шью такие вот хлястики, такие прихваточки, или как их сказать, хвостики, за которые удобно будет держать сбоку косметичку. Их нужно сделать 2 штучки и закрепить по краям. В этой косметичке некоторые операции выполняются вручную. Это происходит за счет того, что большие слои ткани, даже тут вот молния, которая такая у меня с пластиковыми зубчиками, она довольно плотная, и чтобы не портить машину, не рисковать там ею, потому что машинку я свою люблю, и руки я тоже люблю, но иногда приходится вот применять их, а не технику. То есть некоторые места прошиваем на руках. В данном случае первый этап – это хлястики пришить нужно на руках, и потом еще несколько моментов я тоже на них обращу ваше внимание. Совмещаем по центру детальки, вывернув обратно косметичку. Я не говорю здесь конкретно прям, вот знаете, возьмите это, возьмите то, говорю как бы так по ходу ролика свои мысли. Думаю, что тут все понятно. Тем не менее, если есть какие-то вопросы, в комментарии сразу же пишите, я на все вопросы вам отвечу. Тем более, что на YouTube появилась возможность ответить даже видео ответом.
еще не пробовала. Ну, если вы зададите мне какой-то вопрос, может быть, я что-то там вам видео ответом и отвечу. Итак, вот сейчас, смотрите, нужно проложить строчки с двух сторон. Это мы делаем аккуратно, и вместе утолщения вот этого всего я прошивала на руках. Тут я вообще машинку не подключила, даже не стала ее мучить. Руками потихонечку прошлась несколькими там стежками, такими плотными, ручными, хорошими нитками. Все хорошо, прекрасно держится. Вот такой формы получается косметичка. Места для выворачивания остается. Следующий этап: нужно вырезать с 4 углов по квадратам 5 на 5 сантиметров. Тут тоже все просто, размечаем, я делаю это при помощи линеечки, и вырезаем аккуратно ножничками. Я не умею снимать ролики, где чикнули ножницами и уже уголков нет, делаю все постепенно, поэтому терпите, как есть. Получается вот такая вот заготовка. Теперь нужно совместить срезы. В мастер-классах, которых я смотрела, мастерицы очень ловко все это делают за один шаг. Сразу же скажу, что у меня за один шаг не получилось. И я сначала сметала лицевую часть, вот первую эту деталь, между собой, да, и потом сверху прикрепила уже ткань изнанки. Потом только прошила на машинке, потому что получается очень подвижное соединение, и чтобы все это закрепить хорошо, в машинке у меня бы ровно не получилось. У меня, может быть, у вас получится лучше, может быть, вы более рукодельны. Так, повторяем со всех 4 углов, и после этого косметичку уже выворачиваем. Она у нас практически готова. Нам остается только хорошенько уголочки пробить и зашить отверстие, которое у нас осталось внутри, да, подкладки. Это сделать можно руками потайным стежком. Я же прошила просто на машинке. Ничего там криминального в этом нет. Очень простой вариант. За счет того, что ткань такая интересная, косметичка получилась прям, ну, тоже очень красивая и привлекающая взгляд. Мне она очень понравилась. Вместительная, просто вот, ну, богато-богато. Вот сейчас я покажу вам, у меня там сколько тюбиков и кремиков и всякой там декоративки поместилось, и еще место осталось. То есть она очень объемная. Еще раз повторю, что детали все формата А4. Если вам понравился мастер-класс, обязательно поставьте лайк, можете написать комментарий, а за донаты отдельное вам спасибо. И вообще за поддержку канала я вас очень благодарю. Жду вас всех на следующем видео. Всем пока! С вами была Лариса.